Всем привет! Кухня Папы Карла снова с вами, а значит будет вкусно. Вкусно и точка. Хэш-браун – одно из самых популярных блюд в сети быстрого питания, и сегодня мы его приготовим. И первым делом очищаем и затем натираем картофель на крупной терке. Количество картофеля подбирайте под себя. Из того количества картофеля, что указано у меня, получается 9 штук. Натертый картофель необходимо залить холодной водой и оставить на 30 минут. Так мы вымоем крахмал из картофеля. После этого натертый картофель тщательно промываем под холодной проточной водой. На плите кастрюлю с водой доводим до кипения и натертый картофель отправляем в кастрюлю. При необходимости можно перемешать, чтобы картофель готовился равномерно. Как только вода снова закипит, откидываем картофельную соломку на сито и даем стечь. Охлаждаем до комнатной температуры и отжимаем руками лишнюю влагу. На крупной терке или на мелкой, это не принципиально, натираем сыр, любой, какой есть в холодильнике. И отправляем его к картофелю. Также добавим ваши любимые специи, а именно сладкую паприку, соль и черный молотый перец. Все по вкусу. Вбиваем одно куриное яйцо, всыпаем пшеничную муку и хорошо все перемешиваем. Формировать хэш-брауны можно разными способами. Больше всего мне нравится способ, который я сегодня и покажу. С помощью кулинарного кольца для салата. И форма, и размер то, что надо. Словно доктор прописал. На разделочной доске в кольцо выкладываем ложкой картофельную массу и вот так вот сверху придавливаем. Опускаем сформированные хэш-брауны в кипящее масло и обжариваем до получения золотистого цвета. Готовые хэш-брауны лучше сначала выкладывать на салфетки, чтобы лишний жир впитался в бумагу, потом уже на тарелку и кушать. Готовые хэш-брауны очень хороши именно горячими, ну и холодными тоже вкусно. Всем спасибо за просмотр, а с вами была ваша Кухня Папы Карла. Берегите себя и до новых встреч.